Сказка «Хранительница искр и поезд долгих теней». Слушайте внимательно, ведь эта история началась в ту самую минуту, когда на великий каменный город опустились сумерки, такие густые и серые, будто небо было старой пыльной периной, которую забыли вытряхнуть. В этом городе все было из камня, железа и холодного стекла. Люди здесь вечно спешили, кутаясь в свои темные пальто, и их сердца тикали, точно маленькие карманные часы, сухо и методично. Тик-так, работа, дом, тик-так, некогда ждать. И среди этих миллионов тикающих сердец жила девушка. У нее была самая удивительная и самая печальная работа на свете. Она была хранительницей искр. Каждое утро она надевала свой накрахмаленный белый халат, ее личные рыцарские доспехи, и входила в огромные гулкие здания, где пахло чистотой и тишиной. Там, на высоких белых кроватях, лежали люди, чьи искры жизни начали гаснуть. Девушка подходила к ним, касалась их рук своими теплыми пальцами и следила, чтобы огонек внутри них не погас окончательно. Она отдавала им свое тепло, свою улыбку и свои мысли, и искры вспыхивали вновь. Но каменный город был жаден и завистлив. Он не любил тех, кто раздает свет даром. У города был свой слуга, огромный железный червь, которого люди называли поездом долгих теней. Дважды в день, утром и вечером, девушка спускалась глубоко под землю, в холодную пасть этого зверя. Поезд мчался по темным тоннелям, и колеса его стучали так монотонно, что могли убаюкать даже самую живую душу. 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно. «Отдай мне свое время!» — скрежетал поезд на поворотах. «Отдай мне свои мечты!» — шипели двери вагона. «Стань такой же серой и тихой, как эти тени вокруг!» — шептал холодный ветер, врываясь в переходы. Девушка сидела в углу вагона, прислонившись головой к ледяному стеклу. Она чувствовала, как ее личный фонарик внутри, тот самый, который помогал ей лечить людей, меркнет. Лицо ее становилось бледным, а глаза печальными, как у брошенного на морозе котенка. Она смотрела на свои руки и думала: неужели я тоже превращусь в камень? Неужели серость этого пути поглотит меня целиком? Наступил вечер самого холодного и самого длинного дня в году. В вагоне было тесно, пахло усталостью и безнадежностью. Девушка закрыла глаза, и по ее щеке скатилась одна единственная слезинка. Но это была не просто слеза. В ней отразился весь свет, который она когда-то подарила своим больным. И вдруг произошло чудо. Среди грохота железа, среди шума толпы девушка услышала звук. Это не был шум города, это была песня. Она была такой нежной, будто ветер запутался в струнах арфы. Песня шла из самого сердца девушки. И едва
Только первый звук ее голоса коснулся грязного пола вагона, стены поезда стали таять, точно сахар в горячем чае. Твердый камень превратился в мягкий мох, а железные поручни — ветви цветущих лип. Девушка открыла глаза и ахнула. Поезд все так же летел вперед, но теперь он мчался не по темному тоннелю, а по лазурному небу. И внизу, залитый предзакатом солнцем, лежал город ее мечты. О, это был чудесный город! Дома в нем были построены из теплого золотистого камня, который казался мягким на ощупь. Там не было колючего льда, а только ласковый дождь, который пах каштаном и надеждой. Девушка видела широкие проспекты, по которым гуляли люди в светлых одеждах, и слышала, как звенят трамваи, похожие на веселых майских жуков. «Смотри!» — пропел ее собственный голос. «Это твой дом! Он уже ждет тебя!» Она увидела окно на 3-м этаже, за которым горел теплый свет лампы. Там, на столе, стояла ее любимая чашка, а на полках ждали книги, которые ей еще только предстояло написать. Этот дом строился из каждого ее доброго слова, из каждой капли терпения, из каждой минуты, проведенной в этом странном поезде долгих теней. Девушка протянула руку и вдруг почувствовала в ладони что-то твердое и холодное. Она посмотрела. Это был старый медный ключ на потертой ленточке. «Это ключ от твоего будущего», — прошептала песня. «Каменный город может забрать твои силы, но он никогда не сможет забрать твою песню. Чем громче ты будешь петь, тем быстрее ключ повернется в замке». Поезд вздрогнул и остановился. Девушка открыла глаза. Она снова была в сером вагоне. Диктор объявлял ее станцию. Но когда она вышла на перрон, ее походка была легкой, а голова высоко поднятой. Люди оглядывались ей вслед. Им казалось, что мимо них прошла принцесса, случайно надевшая пальто, а девушка шла по переходу, крепко сжимая в кармане медный ключ. Она знала то, чего не знали другие. Каждый ее шаг по этой серой плитке — это шаг по золотой мостовой своего города. Каждая минута в пути — это кирпичик в стену ее будущего дома. Она пришла в свою маленькую комнату, разделась и подошла к зеркалу. Ее фонарик внутри сиял так ярко, что в комнате стало светло, как днем. Она взяла чистый лист бумаги, улыбнулась и написала первую строчку своей сказки. А поезд долгих теней, что ж, он все так же гремит под землей, но теперь он знает, в нем есть хранительница искр, которая умеет превращать серое железо в чистое золото. А против такой магии бессильны даже самые тяжелые камни на свете. Ведь если в сердце живет дом, ты никогда не заблудишься в чужом мире.